Наконец-то добрались до арт-базара. Посмотрим, что здесь. Захожу на выставку, чтобы встретиться с модой, живописью и вдохновением. Сегодня я в арт-галерее Seven House в Бруклине. Здесь проходит выставка «Арт-базар. Перекресток стилей». В зале можно купить все. Проверим! Нас интересует арт! Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Виталий Вольфсон. Мне очень понравились ваши работы и фотографии. Это фотография, перенесенная на холст. Довольно старая технология. Эссуэра в Марокко. Маленький портовый город на западном берегу страны. Когда я снял эти фотографии, они, естественно, были цветными, но они получились слишком красивыми. Мне почему-то не хотелось показывать красоту. Мне хотелось найти что-то по другим уровням. То, что лежит под красотой. Поэтому я сделал небольшую обработку в черно-белом контрасте, как вы видите. Нижние фотографии цветные, немножко другие, им больше лет. И в свое время я увидел эту инсталляцию в Нью-Йорке во время Нью-Йорк Fashion Show. И через какое-то время, когда я их сфотографировал, у меня произошла небольшая ассоциация. Есть довольно знаменитая работа Родена, которая называется «Граждане города Каллы», который был окружен английскими войсками во время, по-моему, Столетней войны. И городу угрожала смерть. И отцы города предложили себя как жертвы, чтобы англичане, так сказать, не тронули жителей этого города. У Родена есть знаменитая фигура, где стоят 6 или 7 понурых стариков, грустных, длинных серых робс в ожидании смерти. Работа акрилика на холсте, опять-таки, это концептуальная работа и больше передает мое настроение в тот момент, чем какое-то желание показать себя как художник. Опять-таки, это очень личные фотографии, ну, не знаю, потока мышления, что ли. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алена Мак. Алена, расскажите, пожалуйста, об идее создания этого удивительного наряда и о том, какая технология лежит в его основе. Идея родилась спонтанно. Чернила превращаются в картину, картина превращается в ткань, ткань превращается в платье. Платье – это совместный проект с известным нью-йоркским дизайнером Алексом Тех. Квадрат – это стабильность, а роспись – это движение. Расскажите, пожалуйста, о этих картинах. Я очень люблю стиль арт-деко, и эти тарелки практически вдохновлены этим стилем. Каждый сюжет имеет свою историю, драму, цвет. Их можно повесить на стенку или можно придумать и подать на них гурме-динер. Но, в принципе, это символ связи стиля, керамики и истории. Мне повезло, мои родители были очень хорошо образованы и показывали мне различные фильмы. Я знакома с Чарли Чаплином с 6-летнего возраста и помню, как я падала со стула, еще хохотала над его фильмами, еще не понимая английского. Когда я приехала в Америку и пересмотрела его фильмы, он, конечно же, был героем, и плюс вся его судьба. И мне очень хотелось посвятить ему хотя бы какую-то тарелку, как память. А то, что там оранжевые фон, это просто говорит о том, что он очень яркий, позитивный, добрый человек. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья Корень-Кропф. Я художник, скульптор, живописец и график. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, ваши скульптурные композиции производят очень глубокое впечатление. Что они символизируют? Мои скульптуры абстрактные, но в них присутствует фигуративный элемент. В них присутствует цвет, линия и материал, конечно же. Поэтому каждая скульптура имеет свою историю. Эта скульптура называется Atlantic Dance или Атлантический танец. И она символизирует игру волн, пены, звезды,
Что интересно в этой скульптуре, помимо того, что она сделана из керамики и расписана специальной глазурью, вот этот песок на пьедестале, он взят с берегов Атлантического океана. И он покрыт эпоксидной смолой, чтобы он, так сказать, навеки вечные остался таким, каким я его нашла в тот день. И я считаю, что вот это прекрасный сувенир для тех, кто любит путешествовать. Люстра, посмотри. А это и не люстра, а скульптура, между прочим. Как называется? Она называется «Сокровище, найденное на дне моря». Это интересно, похоже. Потому что, когда мы что-нибудь находим на дне моря, оно покрыто моллюсками, всякими мхами, травами, немножко пластика, немножко воска, немножко воды. И она кажется, что мокрая. Я скульптор Наталья Коренькров и автор этой работы. Веб-сайт korenkrof.com. Спасибо, Наталья. Спасибо вам. Очень приятно познакомиться Взаимно. с вашим искусством. Диджей Николай решил, что выставка – это тоже танцпол. Абсолютно. Так оно и есть. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Марианна. Марьяна, я вижу, что у вас просто великолепные ювелирные изделия. Скажите, какие материалы и техники вы используете, чтобы ваши изделия сияли просто как луч солнца? Я люблю работать с полудрагоценными камнями. У меня только серебро, немножко золота, немножко вот этого желтого металла, браск. Еще у меня есть изумительно интересная вещь. В последнее время меня очень заинтересовали метеориты. Метеориты, между прочим, бывают разные. Это вообще называется падающий метеорит. Это страница из моих скетчбук. Все идеи из этих скетчей как-то перерастают в мои ювелирные изделия. Не все, конечно. Меня очень интересует, и я этим занимаюсь, философия йоги. Ой, я была в Индии несколько раз. Многие эти камни куплены в Индии. Как бы все мои кольца, они имеют какой-то символизм, и все камни имеют какие-то superpowers. У меня есть веб-сайт, который называется Trophy Wear, и у меня есть Instagram Trophy Wear. Еще где-то блог, который называется Wild Sketches by Marie. Я пока примеряю визуально, на оба глаза. О, кажется, я вижу что-то с метеоритом связано. Наверное, я расстанусь с этим кольцом. Не хочу я его больше. О, вот это. Можно примерить? А откуда это метеорит? Это не с Марса случайно? Ой, это как необыкновенно. Сколько оно стоит? Это кольцо стоит $560. Тоже не идет. Что такое? Турмалин, метеорит, метеорит. И это метеорит. Да. А вдруг это тунгусский метеорит? Вы знаете, не знаю, это может быть, это какой-то русский человек продает метеориты. На Брайтоне. Нет, он их продает на каком-то джемшоу в Нью-Джерси. О, есть там есть такое, да. А есть что-то связано с Нью-Йорком, с нашим городом? Да, конечно. Вот это вот кольцо называется Бруклин Бридж. О, Бруклин Бридж. Да. И есть другой Бруклин Бридж. О, еще больше. Да, вот это первый Бруклин Бридж, а это его казен. И у него много казен, они бегают по Нью-Йорку на чьих-то лугах. Этот пока одинок. Это очень. А с чего оно сделано? Это серебро, брас. А вот этот камень называется каянайт. Да, это я сделала. Я решила проэкспериментировать, сделать metalsmith. Это вот это маленький металл, а вот это вот колоссального размера металл. И я решила научиться, как это делать тоже. Видите, так как юга и все такое, это lotus flower, только он, как бы вниз. Супер кусок jewelry. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Алекса. Я дизайнер цветов.
Алекса, скажите, пожалуйста, что это за композиция сухих цветов? Это ностальгия или поиск вечной красоты? Конечно, это поиск вечной красоты. Как вы видите, здесь павлинья феерия. Павлин олицетворяет око Творца во многих учениях, и в буддизм и индуизм. И для меня это поиск вечной гармонии, красоты и прекрасного. Вся желто-синий цвет. И можно сказать, что это ностальгия, да, по моей Украине. Это наши цвета желто-синие, которые перекликаются и с индуизмом тоже. Это цвета Кришны, и это цвета моей Украины. Желтый с голубым. Алекса, скажите, пожалуйста, как называется ваша цветочная композиция? Это называется шепот тропиков. Это протея, которая растет на Гавайях и в Южной Америке. Это удивительное растение, называется лебединая верность. Но выглядит достаточно экзотически. Ну, в свете ягодки. Еще у нас тут, видите, коряги, манзанита. Меня зовут Берни Вейл. Я художник. И сегодня пришел поддержать свою подругу, которая участвует в выставке. Мы приехали сюда из Манхэттена. И, войдя в галерею, я сразу почувствовал атмосферу творчества. Свет, краски, талантливые люди. Здесь удивительные люди и энергия, которая вдохновляет. Настоящий праздник искусства. О, это картина Малевича? А это и не Малевич, это картины художника Елены Серов. Она работает в стиле русского авангарда, и она современная художница, очень талантливая. Она работает на бумаге, и она работает на холсте маслом. Ее работы очень успешно продаются, так что я вам очень советую посмотреть ее веб-сайт. Елена Серов. Меня зовут Анна Ситников. Мой бизнес называется almondtreestudio.net. Я ювелир. Я работаю в текстильных техниках в металле. То есть я вяжу из металлической проволоки, очень тонкой, как волос. Это сталь, например. Металл такой толщины используется в медицинских целях. Я заказываю его иногда из Франции, иногда. У меня есть веб-сайт и Инстаграм Almond Tree Studio. Называется мой бизнес «Миндальное дерево». Все сделано от руки, потому что это невозможно автоматизировать. То есть это все делается индивидуально. Скажите, пожалуйста, какие эмоции вызывает у вас атмосфера этой выставки? Очень радостные. Мне очень нравится, что здесь очень много разного представлено света. И главное, синий. Как вы видите, я его очень люблю. Очень приятно видеть столько креативных людей, которые показывают свою работу. И она доставляет такое удовольствие. Вот такие у меня впечатления. Вдохновляет, я бы сказала. Да. Вдохновляет на творчество. Конечно, потому что все эти люди имеют как бы основную работу и делают еще такие замечательные вещи по вечерам, по воскресеньям. И это очень приятно видеть. Мы приглашаем всех именно сюда, Арт-Базар. Эта выставка вдохновила меня на новый фильм. Надеюсь, он понравится вам так же, как мне понравилась эта выставка. С вами была Светлана.101.